Привет, армия! За каждой яркой сценой и каждыми овациями всегда скрывается более тихое начало. Момент, когда ничто не определено, когда имена еще не стали мировыми брендами и когда отношения формируются не из-за славы, а из-за комфорта. Для Ким Тэ-хьона, задолго до того, как мир узнал его как Ви из BTS, дружба никогда не была связана с количеством, статусом или признанием. Она была связана с ощущением того, что тебя видят без объяснений. И именно в этом тихом пространстве был заложен фундамент Вуга Сквад. Вуга Сквад не возникла в результате целенаправленного решения сформировать элитный круг. Не было никакого объявления, никакого формального соглашения, никакого общего стремления стать той знаменитой группой друзей. Вместо этого их связь росла органично, формируясь моментами, которые поначалу казались обычными. Непринужденные разговоры, общий смех и чувство легкости, которое сохранялось даже после того, как эти моменты заканчивались. Их объединяла не индустрия, в которой они работали, а то, как они чувствовали себя рядом друг с другом. В основе этой связи лежал Ким Тэ-хьон, молодой артист, ориентирующийся в мире, который уже тогда развивался быстрее, чем большинство людей могли себе представить. Даже на начальном этапе своего восхождения Тэ-хьон обладал двойственностью. На сцене он был обаятельным, белым и магнетичным. Вне сцены он был интроспективным, мягким и глубоко чутким к эмоциям окружающих. Этот баланс между силой и мягкостью стал одной из причин, по которой участники Вуга Сквад почувствовали к нему влечение. Их связь началась с небольших пересечений в жизни, а не с грандиозных пересечений славы. Совместные проекты познакомили некоторых из них, общие друзья свели других, и со временем знакомство переросло в доверие. Разговоры затягивались дольше, чем планировалось. Молчание казалось комфортным, а не неловким. И постепенно, без каких-либо явных признаков, сформировался безопасный круг общения. В индустрии, где отношения часто транзакционны в характере, Вуга Сквад предлагали нечто редкое – присутствие без ожиданий. Когда они были вместе, не было необходимости впечатлять, не было давления, связанного с необходимостью выступать. Титулы оставались за дверью. Успех признавался, но никогда не ставился в центр внимания. Важно было то, как они поддерживали друг друга как личности, а не как публичные фигуры. Для Тэ-хьона такая дружба была опорой. По мере того, как его карьера стремительно развивалась, а имя становилось известно на разных континентах, команда Уга оставалась неизменной в своем отношении к нему. Они не видели в нем мирового кумира, они видели того же человека, который смеялся над простыми шутками, больше слушал, чем говорил, и проявлял заботу тихими жестами, а не громкими заявлениями. Это чувство нормальности стало необходимым. В то время как внешний мир требовал совершенства, команда Уга допускала несовершенство. Они создали пространство, где можно было признать усталость, высказать сомнения, а уязвимость не воспринималась как слабость. В этом пространстве Тэ-хьону не нужно было объяснять, какой груз он несет. Это уже было понятно. Что отличало команду Уга от других, так это не то, как часто они появлялись вместе на публике, а то, насколько естественно они вписывались в жизнь друг друга. Они не полагались на постоянное общение, чтобы доказать свою близость. Время, проведенное порознь, не ослабило их связь, потому что ее фундамент был построен на доверии, а не на близости. Когда они воссоединялись, это происходило незаметно, как будто и не прошло ни минуты. Такая дружба развивается тихо, она не требует внимания, она не конкурирует, она просто существует, стабильная и надежная. И для Тэ-хьона, который понимал, как быстро может измениться мир, эта стабильность стала формой эмоциональной устойчивости. Независимо от того, насколько непредсказуемым становился его график, всегда было ощущение возвращения. Место, где его имя произносили с любовью, а не с ожиданием. Группа Уга Сквад также отражала ценности Тэ-хьона в отношении человеческих связей. Он никогда не тянулся к людям из-за влияния или выгоды. Вместо этого он искал искренности.
Он ценил тех, кто слушал без осуждения и говорил без притворства. Уго Сквот отражали этот подход, выбирая друг друга не за то, что они представляли публично, а за то, что они чувствовали втайне. По мере укрепления их связи росло и понимание границ друг друга. Они научились понимать, когда уместны слова, а когда лучше молчать. Они научились радоваться успехам, не сравнивая себя с другими, и оказывать поддержку, не вторгаясь в чужие дела. Эта эмоциональная компетентность стала одним из самых прочных столпов их дружбы. Во многом команда Уго функционировала как тихое убежище. Не место, где можно убежать от реальности, а место, где можно встретить ее с поддержкой. Когда графики были перегружены, а ожидания становились все тяжелее, их присутствие напоминало Тэхёну, что он не одинок в своем стремлении к взрослой жизни, ответственности и самопознанию. Красота их основы заключается в ее простоте. Не было какого-то определяющего момента, который бы ознаменовал начало команды Уго. Не было какого-то одного воспоминания, которое можно было бы назвать началом. Вместо этого это было постепенное накопление общего опыта, каждый из которых — укрепление последнего. Доверие, основанное на последовательности, привязанность, проявляемая действиями, а не словами. Для поклонников, наблюдающих со стороны, Уго Сквот может показаться символом дружбы знаменитостей, но для Тэхёна это было нечто гораздо более сокровенное. Это было напоминанием о том, что до того, как он стал всемирно известным, он был просто Ким Тэхёном, человеком, заслуживающим общения, понимания и искренней заботы. И этот фундамент, заложенный тихо и искренне, позже стал якорем, который поддерживал его в самые сложные периоды его жизни. По мере того, как мир становился все громче, этот круг оставался спокойным. По мере роста ожиданий их связь оставалась крепкой. Это было только начало. В последующих главах Уго Сквот не только стали свидетелями восхождения Тэхёна на мировую сцену, но и шли рядом с ним, стойкие, верные и неподвластные вниманию публики. Слава редко приходит мягко, она врывается в жизнь людей громко, перестраивая рутину, переопределяя приоритеты и часто размывая грань между тем, кто человек есть на самом деле, и тем, кем его ожидает видеть мир. Для Ким Тэхёна мировое признание не стало несбыточной мечтой, сбывшейся постепенно. Оно пришло быстро, мощно и ошеломляюще. Практически за одну ночь его имя стало неотделимо от стадионов, заполненных тысячами людей, чартов, за которыми следят миллионы, и образа, изучаемого со всех сторон. И все же, на фоне этого стремительного взлета, что-то внутри него оставалось намеренно нетронутым. Как Ви из BTS, Тэхён стоял в центре феномена, который был больше, чем любой отдельный человек. Каждое выступление имело вес, каждое выражение лица анализировалось, каждое молчание интерпретировалось. Мир не просто восхищался им, он требовал его. В такие моменты многие теряют себя, меняясь под влиянием возложенных на них ожиданий. Но Тэхён рано понял, что для выживания в таком пространстве требуется нечто большее, чем просто талант. Требуется опора.
Именно здесь незаметно вмешалась команда Вуга Сквет. Не как спасители, не как защитники в традиционном смысле, а как опора. Они не пытались оградить Тэхёна от славы. Вместо этого они напомнили ему, что слава лишь часть его жизни, а не вся ее целиком. Когда мир говорил слишком громко, они говорили тихо. Когда внимание публики усиливалось, они оставались в тени по собственному выбору. Сила их поддержки заключалась в ее тонкости. Не было никаких драматических жестов или публичных заявлений. Их присутствие было устойчивым, спокойным и целенаправленным. Они понимали, что жизнь Тэхёна и так полна шума. Ему нужно было не больше внимания, а баланс. В разговорах вне камер Тэхён мог признаться в усталости без чувства вины. Он мог говорить о давлении ожиданий, не опасаясь, что ему скажут просто терпеть. Он мог задавать вопросы, размышлять и даже сомневаться, зная, что его за это не осудят. Команда Вуга Сквет не предлагала решений для каждой проблемы, часто они просто слушали, и этого было достаточно. По мере того, как его влияние распространялось по всему миру, Тэхён все больше осознавал, как легко человека можно свести к образу. Фанаты обожали его, СМИ хвалили его, бренды искали его. Но за этим восхищением скрывался риск, постепенное исчезновение личности, стоящей за этим образом. Группа Вуга Сквет противостояла этому разрушению, относясь к нему точно так же, как и всегда. Слава не возвышала его внутри группы и не отдаряла от нее. Его не возводили на пьедестал и не принижали. Он оставался равным. Это равенство стало формой защиты. Внутри Вуга Сквот успех признавался, но никогда не преувеличивался. Достижения отмечались без конкуренции. Никто не сравнивал свою ценность с его славой. Вместо этого они разделяли общую гордость, как будто его достижения принадлежали всем им. Отсутствие сравнений создало среду, в которой Тэхён не чувствовал себя изолированным из-за собственного успеха. Бывали моменты, когда график Тэхёна выходил за рамки разумного. Международные гастроли, записи, модные показы и бесконечные поездки, которые размывали границы часовых поясов и ослабляли ощущение рутины. В эти периоды связь не зависела от физического присутствия. Короткого сообщения, тихого приветствия или общего воспоминания было достаточно, чтобы укрепить их связь. Участники Вуга Сквот понимали, что близость — это не чистота, а намерение. На публике Тэхён часто казался собранным, харизматичным и непринужденным. Но за этой собранностью скрывались моменты уязвимости, которые мало кто когда-либо видел. Моменты, когда груз ожиданий тяжело давил на его плечи. Моменты, когда восхищение миллионов вызывало парадоксальное чувство одиночества. В эти моменты Вуга Сквот не напоминали ему о его ответственности как айдола, они напоминали ему о его человечности. Они знали, когда нужно дать пространство, а когда приблизиться. Они понимали, что иногда поддержка означает отвлечение, смех, обычные разговоры, совместные трапезы, в другое время это означает молчание и понимание. Эта эмоциональная осознанность позволила Тэхёну дышать в мире, который был таким редким. Он сделал паузу. Контраст между его публичной жизнью и его личным кругом становился все более очевидным по мере роста его славы. На сцене он был больше, чем жизнь. За кулисами, с группой Вуга Сквот, он был просто Кимом Тэхёном, человеком, который мог спокойно сидеть, наблюдать и существовать без всяких представлений. Эта двойственность не разделяла его. Напротив, она сохраняла его целостность.
Глобальная слава часто требует переосмысления. Артистов поощряют развиваться, адаптироваться, постоянно переопределять себя. Тэхён принял рост, но сопротивлялся потере своей сути. Группа Wooga Squad сыграла решающую роль в этом сопротивлении. Они были живым напоминанием о том, кем он был до того, как мир сформировал вокруг него определенные ожидания. Они помнили его смех до того, как внимание к нему усилилось, его любопытство до того, как его стали культивировать, его чувствительность до того, как ею стали восхищаться. И поэтому, когда Тэхён двигался по международным сценам и влиял на культуру, он делал это со спокойной уверенностью, основанной на чем-то более глубоком, чем просто стремление к признанию. Он знал, что, как бы далеко ни завел его путь, всегда найдется место, где ему не нужно будет ничего объяснять, место, где от него не требуется быть чем-то выдающимся. В индустрии, где успех часто отождествляется с изоляцией, Wooga Squad предложили другой подход. Они доказали, что рост не требует отстраненности и что амбиции не должны достигаться ценой потери связей. Их поддержка не сковывала Тэхёна, она освобождала его. Она позволяла ему развиваться, не боясь потерять себя. По мере того, как его имя становилось все более известным, Wooga Squad оставались неизменными. Их не впечатлял масштаб его достижений, но они глубоко уважали человека, стоящего за ними. Их присутствие не замедляло его восхождение и не пыталось его определять. Вместо этого оно гарантировало, что, двигаясь вперед, он будет оставаться верным себе. Эта глава жизни Тэхёна была не только об обретенной славе, но и о сохранении баланса. И тихо рядом с ним на протяжении всего этого стояла группа друзей, которые никогда не просили признания, но при этом давали нечто гораздо более ценное, чем аплодисменты. Они стали для него домом. В мире, который движется слишком быстро, где успех измеряется цифрами и публичностью, история Ким Тэхёна и Wooga Squad напоминает нам о чем-то тихом и сильном, о том, что за каждым глобальным достижением стоит человеческое сердце, нуждающееся в опоре. И за этой опорой всегда стоит круг людей, которые решают остаться, не потому что обязаны, а потому что хотят. Тэхён может находиться под светом софитов, им восхищаются миллионы и его чествуют на разных континентах, но именно Wooga Squad знают его, нетронутого аплодисментами. Они знают его молчание, его смех, его сомнения и его теплоту. Они идут рядом с ним не как зрители его успеха, а как свидетели его пути. Их дружба не требует внимания. Она не нуждается в постоянных доказательствах. Она существует тихо, уверенно и искренне, достаточно сильна, чтобы выдержать расстояние, время и перемены. В индустрии, построенной на публичности, они выбирают уединение. В культуре, которая прославляет индивидуальный успех, они выбирают единство. И, возможно, это самая прекрасная часть их истории. Потому что когда гаснет свет, когда сцена пустеет и мир наконец затихает, Ким Тэхён никогда не одинок. Он возвращается туда, где его имя произносится с любовью, а не с ожиданием. В место, где успех разделяется, бремя понимается, а смех остается простым. Wooga Squad — это не просто группа друзей. Они напоминают, что как бы высоко человек ни поднялся, его по-настоящему поддерживает любовь, которая не меняется. И пока эта связь крепка, одна истина остается ясной. Некоторые дружеские отношения не предназначены для того, чтобы их видели. Их нужно чувствовать.